Дорогие друзья, я вас приветствую, вы на канале Твой Мир, с вами Наталья. Дорогие мои, прежде всего я вас благодарю за ваши комментарии, за лайки, за просмотры, за подписки и за все то, что вы несете для меня, я вам возвращаю в 1000 раз больше. Дорогие, давайте сегодня посмотрим таро-прогноз для знака зодиака Лев на предстоящую неделю. Львы, дорогие, настройтесь, а мы начинаем. Первой картой мы посмотрим общие характеристики недели. Львы, вы будете достаточно плодотворны на этой неделе в любом смысле этого слова. Каждое ваше слово будет иметь значение. Каждое ваше действие будет вести вас к успеху, к процветанию. То есть у вас неделя до такой степени фартовая, можно сказать, понимаете, когда вы своей внутренней силой разрешаете вообще любые ситуации, которые происходят, все разруливаете. И знаете, у вас как-то это получается очень легко, очень ненавязчиво, и вы этим, безусловно, очень довольны. К вам многие могут обратиться за советом на этой неделе, так как карта императрицы все-таки это дама такая, у которой очень-очень величайшие возможности и внутренние ресурсы. Поэтому, львы, для вас неделя очень перспективная. Давайте посмотрим, что вам несет понедельник. Понедельник вам несет карта короля кубков. Эта карта говорит о том, что вы эмоционально будете стабильны. Даже если были какие-то там разочарования в недавнем прошлом, то есть вы настолько сможете держать все под контролем, вы сможете радоваться жизни, вы сможете давать советы, да, вы сможете оказывать поддержку и помощь. То есть для вас вот понедельник именно такой день, когда, велика вероятность, да, я уже говорила о том, что к вам кто-то придет за советом, и совет такой, который, вы знаете, о чем вы поможете человеку сделать какой-то выбор по вхождению в какой-то, давайте назовем это так, закрытый круг общения, либо деятельности, либо это что-то такое, которое на уровень выше того, что есть сейчас у человека. Давайте посмотрим вторник для вас, что несет. Вторник для вас несет карта влюбленные. Карта говорит о том, что у вас будет эйфорийное состояние радости, счастья, наслаждения. Вы будете наслаждаться этой жизнью. Даже какие-то конфликты, которые возможны на этой неделе, да, а относительно во вторник, то есть даже это вас не порадует. Не огорчит, прошу прощения. Не огорчит, а наоборот, как-то вы даже будете, знаете, как улыбаясь на это смотреть. Единственный какой момент в этом вторнике, да, что здесь возникает конфликтная ситуация, но здесь, понимаете ли вы, для вас эта ситуация покажет, вам четко укажет на тот выбор, который вы никак не могли для себя то ли понять, то ли определить, то ли сделать, и то, что вы отдавали на волю высших сил, что будь как будет, вот именно в этом конфликте, если это можно назвать конфликтом, вы для себя это как конфликт не расцените. То есть вот в этом споре интересов, давайте это так назовем, вы для себя подчеркнете вот такую информацию. Давайте посмотрим, что вам готовит среда. В среду вы будете смотреть на свое прошлое, либо применять какой-то прошлый опыт, либо к вам может объявиться человек из прошлого, который будет как-то с вами, знаете, разговаривать о каких-то планах на будущее, строить какую-то с вами стратегию и будет как будто отстаивать какие-то свои интересы, но в тот же момент он захочет вас немножко обхитрить. Вы понимаете, вы в этой ситуации как-то окажете, знаете, какое действие, вы ничего не будете делать. Вот вы просто послушаете эту информацию, но ничего не будете предпринимать, просто, знаете, как влетело-вылетело, вот так. Для вас это, конечно, не омрачит вас это. Давайте посмотрим для вас четверг. Четверг для вас выходит картой шестерка мечей. Эта карта говорит о том, что направление, в котором вы прикладывали максимум своих усилий и своих сил, да, все-таки дает какие-то свои результаты. И здесь
Возможно, вы еще только в начале этого пути, но в дальнейшем вам рекомендуется приложить максимум своего опыта, своих каких-то мыслей, да, своего умения вот в этом деле, в котором вы собираетесь в путь или уже в начале пути, потому что вас здесь ждет победа, вас ждет здесь победа, хотя в какой-то момент это вызывает некое напряжение и сопротивление, но карты говорят о том, что вы в этом новом начинании вы найдете свое предназначение. Это очень важно. Давайте посмотрим, что для вас несет пятница. В пятницу вы будете как будто отстаивать какие-то интересы, либо присутствовать при отстаивании таких интересов. Но даже если вы будете где-то в компании, да, где будут вот такие стычки, вы предпочтете держать нейтралитет и вообще в это все не ввязываться. То есть, когда спросится ваше мнение, вы на это все можете ответить очень резко, очень четко, без каких-то там, знаете, дальнейших додумываний. Здесь вопросы могут касаться разного характера. Здесь может быть и какая-то любовная тематика, и вопрос финансов, и вопрос вообще как бы семьи. Вот такая вот для вас целевая информация. То есть как бы в этой ситуации, которая произойдет, вы сохраните нейтралитет. Бороться вам за это не надо и ввязываться туда не надо. Но вы как-то будете внутренне это чувствовать, что вы как-то далеко от этого. Что вам несет суббота? Суббота вам несет, во-первых, материальные какие-то блага, да, это возможно и поступление денег, возможно приезд родственников. Но вы знаете, для вас это будет как-то немножко напряженная ситуация, совсем чуть-чуть, потому что здесь будет решаться вопрос скорости и времени. То есть либо здесь как-то, знаете, либо ваше какое-то начинание новое, да, в которое вы все-таки вот путь прокладываете, возможно, здесь как-то придется очень быстро принимать решение, да, и вот это вас немножко будет напрягать, потому что будет именно загвоздка во времени, что не так много времени для того, чтобы решить этот вопрос. Давайте посмотрим, что вам готовит воскресенье. В воскресенье вам готовит очень много работы. О чем мы говорили, что здесь все-таки будет вопрос какого-то проекта, да, подниматься, то ли вхождение вас в этот проект, то ли там надо будет что-то вложить, какие-то, да, деньги, знания, не знаю, там силу свою, свое умение. И в воскресенье у вас выходит карта 8 пентаклей, которая говорит о том, что вы будете максимально свои ресурсы тратить именно для зарабатывания денег, да, для зарабатывания вот этих материальных благ. Но здесь как-то у вас будет в партнерстве кто-то, вы будете не одни, и вас, конечно, это порадует. То есть эмоциональное удовлетворение вам это тоже принесет. Давайте посмотрим для вас совет на эту неделю. Какой вам дадут карты Таро совет? Карты Таро вам рекомендуют организованность, вам рекомендуют взвешенность, расчетливость, да, и как-то заранее продумать механизм своих действий, потому что это очень-очень важно. Давайте посмотрим, дорогие львы, что вам готовят личные отношения на этой неделе. В личных отношениях у вас такое, знаете, состояние некой влюбленности. Вы довольны тем, что у вас есть, и довольны собой в этих отношениях. И здесь как будто поднимется какой-то вопрос, знаете, такой незначительный для вас вопрос по поводу какого-то прошлого, как будто вот где-то кто-то упустил шанс и остался, ну, знаете, как в неком закрытом от всех состоянии. Вот это у вас будет происходить в личных отношениях на ближайшую неделю. Давайте дальше посмотрим, что вам готовит работа. А на работе у вас выпадает королева жезлов. Это очень значимый для вас человек, который... или у которого вы выбрали путь, да. То есть здесь мы видим, львы, что у вас идет какое-то повышение именно в работе, либо вы меняете работу, вообще меняете уровень своего восприятия, да, уходите, возможно, из того места, где вы были, и выходите вообще совершенно в другое. Вот здесь мы видим какие-то новые знания, то есть для вас сфера совершенно новая, даже не там, где вы были ранее. И вот здесь на работе у вас на этой неделе женщина, королева жезлов, да, ну это может быть и мужчина, конечно, но больше проигрывается, что это женщина, которая очень
четко понимает, что надо сделать для того, чтобы достичь успеха. Это человек, который умеет правильно планировать, который умеет правильно распределять и финансы, и время. Но здесь такой стратег, и вот с этим стратегом, давайте назовем ее женщиной, вы будете обговаривать вот это ваше новое начинание, новый проект и продвижение по карьере. Здесь, знаете, как будто вы будете понимать, что вы даже, да, вы готовы к этому разговору, и здесь будет разговор о больших деньгах, о возможностях, и вас, бессомненно, это порадует, хотя вы понимаете, что трудиться вам придется много. Давайте посмотрим, что вас порадует. Что вас порадует на этой неделе, дорогие львы? Вот как раз-таки вас порадуют эти великолепные возможности или их нехватка. Нет, вы знаете, вас порадуют как раз-таки возможности, которые будут выпадать. Единственное, что здесь идет как бы в таком, ну, сказать, даже минусе, да, в том, что порадует, что вы увидите, чего вам не хватает для того, чтобы ваша структура работала как швейцарские часы. И вы эту возможность увидите, и вас это, безусловно, очень обрадует. Давайте посмотрим, что вас ждет по финансам на предстоящей неделе. По финансам, дорогие львы, здесь как будто либо вы будете отдавать кому-то деньги, либо вам будут давать денежки. Что еще у нас здесь? Здесь, смотрите, вы можете вкладываться в свое новое начинание, да, туда инвестировать свои деньги. И второй момент, вы можете свои деньги, ну, как сказать, не потратить, а отдать кому-то на, ну, скажем так, на выпивку, да, на какой-то вот такой момент. Ну, это не у всех проигрывается, в большинстве здесь, я так понимаю, какой-то такой рабочий момент, поэтому я бы предположила здесь, что больше вы будете вкладываться, инвестировать в свое новое начинание. Давайте мы посмотрим, что вас может неприятно удивить. Что вас может неприятно удивить? Вас может неприятно удивить тот момент, что в тех планах на будущее, которые вы себе простраивали, да, к которому результату вы шли, здесь окажется очень много работы, и для вас, знаете, в какой-то момент это какая-то будет казаться непосильная ноша. Возможно, это очень много обязанностей. Возможно, вам там, я не знаю, придется очень много времени проводить на работе. Но здесь такой момент, что это справедливо, понимаете, для того, чтобы получить хороший результат, вы должны столько же вложить, да, здесь прям пропорционально. И вас, конечно, вот этот момент немножко, ну, подвергнет такое состояние невеселое. И еще здесь такой момент, что может быть человек, который вам говорил, да, а вот был разговор об этом новом начинании, он просто не упомянул, что будет, ну, скажем так, ряд дополнительных обязанностей. И вот это вас, конечно, немножко не обрадует. Давайте посмотрим, на что вам обратить внимание. Знаете, на что вам здесь, львы, обратить внимание? Здесь, во-первых, вам надо прислушаться к совету человека, с которым, знаете, вы на данный момент как будто даже не общаетесь, да, возможно, была какая-то ссора, возможно, либо вы думаете обратиться, не обратиться к человеку, но здесь какая-то пауза между вами. Вот к этому человеку вам нужно обратиться за советом или послушать вообще, что он говорит. Или еще такой вариант, львы, здесь может быть человек очень молчаливый, но человек очень знающий. И вот у этого человека можно научиться как раз-таки балансу. Понимаете, как организовывать, как вот что. Вот для вас, львы, вы поймете, о чем идет речь. У каждого может проиграться своя ситуация, понимаете. Поэтому здесь вам нужно обратить внимание на такого человека, знающего, с которым вы пока еще, может быть, в каких-то конфликтных ситуациях либо не общаетесь,
но у него есть чему поучиться, и вам рекомендовано взять от него совет или посмотреть, как он работает, управляет. Дорогие мои львы, вот такой расклад у меня получился для вас. Я вам желаю всего самого доброго, самого светлого, самого прекрасного, прекрасных вам начинаний в вашем новом начале. Пусть у вас все сложится самым благоприятным образом. Берегите себя, берегите своих близких. До новых видео. Ваша Наталья.